Вы думаете, это очередной автоблог? Это не так. У нас реальные тесты, реальные тачки, реальные люди. Никакой дешевой рекламы и никакой постановы. Ну что, газ в пол? Ребята, у нас полиция. Пора ехать. Погнали! Нарушает машина. Я нет. Сегодня у нас спортивный кроссовер купе X6M. Это очень быстрый автомобиль и очень красивый автомобиль. Можно даже сказать сексуальный. Это не просто зверь, это хищник. Вы только посмотрите на эти формы. Он прямо так и готовится к прыжку. Тестов с BMW X6 было сделано много. Сравнений тоже. Но только не с этим BMW X6M. Это не стоковая версия. Тут стоят 22-дюймовые диски от Hammond. Выхлопная система Крапович. Машина покрашена в индивидуальный цвет. Frozen White Brilliant. Черная крыша. Спортивные зеркала с отделкой карбона, а также дополнительная отделка бампера карбоном, которая придает более агрессивный вид. Но самое интересное под капотом – бензиновый V8 мощностью около 600 лошадиных сил, но про него отдельно. Ну что, заглянем внутрь? Первое, что бросается в глаза, это сиденья-ковши. Они просто великолепны. Единственный минус – на них нельзя заказать опцию вентиляции сидений. Очень качественная отделка салона, отлично подобранные цвета и разнообразные фактуры. Кожа, карбон и алькантара – очень красивый дизайн. Поговорим про музыку. В данной машине стоит достойный Бен Олufsen, которого хватает на все случаи жизни. Разве что можно было бы добавить немного басу, что тут и сделано. Система комфортного доступа и доводчики двери – это уже обычное дело. Это уже обычное дело. Думаешь? Бесит. Ну, багажник как багажник. Размер нормальный. Сумки для денег, тенниса и гольфа помещаются. Так с чем же нам сравнить его? В таком кузове кроссовер купе конкурентов совсем немного. Разве что Mercedes GLE купе визуально еще мог бы потягаться с X6, то по езде эта машина совершенно другая. А Porsche Cayenne в кузове купе увидит свет лишь в следующем году. Так что же нам делать? Остановить обзор прямо сейчас? Нет, не думаю. Здорово, ребята! А мы в Прибалтике умеем считать бабки. Если нет разницы, зачем платить больше? А вы вообще видите разницу между этими аппаратами? Аппарат на 21-дюймовых оригинальных колесах, обвес M-Performance, выхлопная система. В салоне даже Bang & Olufsen есть. Все, что нужно. Дальше я не помню. Это что, дизель, что ли? Привет. Привет. Это не просто дизель, это самая мощная дизельная версия, еще и чекованная. Вместе 462 коня. Хватит говорить. Поедем, сравним на дороге. Итак, дизель против бензина, спорт против экономии, девушка против мужчины. Газ в пол.
Едем? Ну что, едем мы по моему родному городу Рига. Я обожаю этот город. Особенно красивым летом, когда все зеленое, когда воздух насыщен запахом свежих цветов, любовью, свободой, дорогим парфюмом наших красивых латвийских женщин и мужчин, безусловно. Да, кстати, в Риге у нас очень хорошие, доброжелательные, ухоженные, красивые люди. Если вы окажетесь в Риге, обязательно съездите в Тихий центр. Там вы почувствуете себя как в маленьком Париже. Там такая красивая архитектура. Вот честно, я могу ходить часами и просто наслаждаться этой архитектурой. Так что любителям архитектуры берите на заметку. Здесь также вы найдете немало мест, где вкусно покушать, а я знаю, о чем я говорю, друзья, поверьте. И, кстати, это, пожалуй, единственное место в Риге, где вы можете найти аж 3 бендаги, припаркованных друг за другом. Я сам уже 3 года как катаюсь на дизельном X6. Проехал больше 150 тысяч. Что только эта машина не видела. Снег, кровь и песок. И все еще я ей доволен. В ней есть все, что повседневной жизни нужно. Удобство, красивый дизайн, достойный разгон и экономия. Сложно представить лучшую комбинацию для кроссовера такого класса. Данная машина привлекает очень большое внимание окружающих. Во-первых, из-за своего индивидуального цвета и из-за выхлопа, естественно. Я думаю, что в таком дизайне она еще долго будет оставлять неравнодушными любителей спорта за рулем. X6 и X5 в городе настолько много, что особо выделиться сложно. Единственное – это звук, что привлекает внимание. Раскрою вам небольшой секрет. На этой машине стоит не настоящий выхлоп. Это колонки, которые встроены в глушителях. Этот кузов по сравнению с предыдущим настолько превзошел себя, что не могу даже представить, что еще лучше можно придумать. Во всяком случае, я очень надеюсь, что в мультимедии в следующем кузове ничего не изменится. В этом плане немцы молодцы. Сколько машин у меня не было, BMW самая понятная из всех. Экран находится на очень хорошем уровне, мало кнопок, то есть одним джойстиком можно бегать по всем разделам. Очень удобная система проекции на стекло. Управляемость машины можно регулировать до мелочей. Руль, подвеску, мотор, коробку передач. На руле есть 2 кнопки, на которые можно поставить 2 самых используемых режима. Первый режим для езды на каждый день. Вторая кнопка спорт-режим, если хотите, чтобы машина стала злой. Передняя панель очень понятная, логичная, интуитивная, как в любой нормальный BMW. Машина едет мягко, благодаря адаптивной подвеске. Без нее на 21-дюймовых дисках было бы совсем плохо, как на корыте. Расход топлива на эту мощность очень адекватный. 10-11 литров на 100 километров, а по трассе вообще 7-8. Поговорим про расход топлива. Конечно, когда покупаешь дорогую машину, расход топлива вторичен. Но для любителей путешествовать, а раскрыть все прелести этой машины в Латвии непросто из-за ограничения скорости, поэтому надо ехать, скажем, в Германию или Швейцарию. Так вот, расход топлива в среднем при активной езде 14 литров, а по трассе меньше 10. По обслуживанию. Машина гарантийная, соответственно, понятное дело, что бывают всякие разные мелочи, которые вылазят. То какая-то резинка отвалилась, то в подвеске что-то начало шуметь, то дверь дребезжит.
реально это все реальные, как сказать, случаи. Люди вот это прошли, проходят. Но больших поломок таких вот конкретно с этой машиной не было. Машина ездит очень хорошо и достаточно мягко, но не рассчитывайте на то, что ваш пассажир на заднем сиденье вам скажет то же самое. Все прелести машины скрываются в ее мощности и управляемости. Их вы почувствуете только сидя за рулем. Спросите про мощность? Мощность как надо. Хорошая погода. Хочется погонять. Но не стоит забывать, что за это вас в Латвии могут наказать. По городу курсируют полицейские машины, в том числе и нетрафарированные. И масса радаров. Также есть мобильные радары, когда не знаешь, откуда его выстрелить. Превысили скорость до 20 км в час, штраф 40 евро. Превысили больше, чем на 20, уже 80. Ну а если нарушите больше, чем 50 км в час, тогда накажут уже на 500 евро. Ну а если будете гонять мимо детских садов или школ, или пьяными садиться за руль, тогда никакая оплата штрафа не поможет. Я вас сам найду и накажу. Понятно? А ты сам вообще нарушаешь? Не. Давай пересними, еще раз спроси. Ну что, попробуем сделать обгон на трассе? Это дизель, детка. 5-литровый дизель. Ну что, обгоны сделаны? Теперь поехали на трассу. Испытаем Карла. А теперь давай на трассу. Предлагаю режим гонка и драг-рейс. Пока мы здесь снимаем эти тесты, брал бы себе или не брал бы я себе? На дизеле ты просто король дорог! У-ху!